На высоте более 14 тысяч футов над уровнем моря плато Тибет занимает обширные пространства. Это не просто географическая точка на карте, а уникальная экосистема с редкими животными и растениями, приспособившимися к суровым условиям. Плато Тибет, известное как «Крыша мира», привлекает внимание исследователей и туристов своим величественным ландшафтом и таинственными уголками, где до сих пор находятся неразгаданные загадки. Плато Пуна в Южной Америке располагается на высоте более 12 тысяч футов. Оно знаменито своими уникальными экосистемами и культурами коренных народов. Местные жители, адаптировавшиеся к жизни в условиях высокогорья, ведут традиционный образ жизни, сохраняя свои обычаи. Плато Пуна также известно своими солеными озерами и высокогорными пастбищами. В Северной Америке плато Колумбия возвышается на высоте примерно 7 тысяч футов. Невероятные виды и обилие живой природы делают его важным для экотуризма. Река Колумбия, протекающая через это плато, служит жизненно важным источником пресной воды для многих городов и поселений. На плато расположены несколько охраняемых природных территорий, где обитают редкие виды флоры и фауны. Плато Нуба в Судане выделяется своими уникальными природными условиями. Оно стало объектом изучения для историков и археологов из-за обнаруженных следов древних цивилизаций. Местные жители сохраняют свои традиции, а разнообразие культур делает Нубу интересным местом для изучения. Плато Уэсли в Австралии находится на высоте около 6 тысяч футов и славится своими уникальными ландшафтами. Это плато стало домом для редких видов животных и растений, что делает его важным объектом для охраны природы. Здесь регулярно проводятся исследования по сохранению биоразнообразия. Плато Лаго Энкантадо в Перу, расположенное на высоте около 14 тысяч футов, восхищает своими живописными озерами и разнообразием птиц. Это место привлекает туристов, стремящихся увидеть его природную красоту. Озеро образует удивительные пейзажи, которые впечатляют путешественников. Каждое из этих плато существенно влияет на климат и экосистемы окружающих регионов. Они регулируют атмосферные потоки и создают свои микроклиматы, что сказывается на температуре и осадках в близлежащих территориях. Эти природные образования играют важную роль в жизни людей и экосистем, вызывая интерес у ученых и исследователей со всего мира. Плато Тибет, простирающееся на территории Китая, Непала и Индии, характеризуется значительными температурными колебаниями и низким содержанием кислорода. Вдоль его границ расположены величественные горные системы Гималаи и Каракорум, которые защищают плато от холодных воздушных масс, создавая уникальные климатические условия. На южных склонах Тибета находятся плодородные долины, где местные жители занимаются сельским хозяйством, а также разводят скот. В этих районах активно выращивают ячмень, который является основным продуктом питания в высокогорье. Плато Пуна в Перу отличается не только высотой, но и разнообразными ландшафтами. Оно окружено горными хребтами, а в центре располагаются высокогорные озера, например, Титикака. Эти озера служат местом обитания редких видов птиц, включая фламинго и куликов. Древние поселения индейцев находятся на плато, где местные жители продолжают сохранять свои традиции и культуру, ведя хозяйство на высоте. Плато Колумбия, находящееся в Соединенных Штатах на высоте около 7 тысяч футов, демонстрирует своеобразный климат. Летние температуры могут достигать 35 градусов по Цельсию, что создает оптимальные условия для роста редких видов растений, включая кактусы и кустарники. Образование плато связано с лавовыми потоками, что привлекает геологов и археологов. Они находят следы древних цивилизаций, включая наскальные рисунки, которые свидетельствуют о жизни первых людей в этом регионе. На плато Нуба в Судане преобладает тропический климат с различными сезонами. Плато представлено холмами и равнинами, достигая высоты около 2000 футов. Здесь обитают уникальные виды растений и животных, адаптированных к жаркому климату. Регион становится центром для изучения древних культур, так как на его территории располагаются руины городов, населенных на протяжении веков. Плато Уэсли в Австралии, находящееся на юго-востоке, имеет высоту около 6000 футов. Его территория покрыта уникальными экосистемами с редкими эндемичными видами животных, такими как необычные сумчатые млекопитающие. Плато простирается на 1000 квадратных миль и подвергается резким изменениям климата, что влияет на растительность.
Здесь создаются природные резерваты для защиты редких видов. Плато Лаго-Энкантадо в Перу славится своими высокогорными экосистемами. Окруженное горами и расположенное на высоте около 14 тысяч футов, оно обладает уникальным микроклиматом. На плато обитают рыболовные сообщества, которые используют традиционные методы ловли. Регион привлекает экологов, так как его природные условия открывают новые горизонты для изучения высотных экосистем. Каждое плато играет важную роль в экосистемах и жизни местных жителей, устанавливая уникальные условия для взаимодействия человека и природы в высокогорье. Исследование этих областей открывает новые пути для понимания сложных экологических взаимодействий. На плато Тибет, где высота превышает 14 тысяч футов, местные жители сталкиваются с растущими вызовами. Если вам нравится подниматься на высоту не только физически, но и ментально, подписывайтесь на наш канал. А если хотите поддержать наше творчество и продолжение таких восхитительных путешествий, не забудьте заглянуть по ссылке в описании или на QR-код на экране. Ваши донаты — это как кислород на высоте, крайне необходимы. С каждым годом климатические изменения оказывают все более ощутимое влияние на жизнь в этом высокогорье. Летние температуры становятся более экстремальными, а зимы — холоднее. Изменение уровня осадков приводит к засухам, ставя под угрозу традиционные методы ведения сельского хозяйства. В одном из тибетских селений, расположенном у подножия гор, местные фермеры отмечают, что ячмень, который долгое время служил основным продуктом питания, начинает плохо расти. Сначала это казалось случайностью, но вскоре стало ясно, что без должного количества влаги урожай снижается. Чтобы справиться с проблемой, жители начали искать альтернативные способы ведения хозяйства, изучая методы орошения и новые сорта растений, которые могут выдерживать засушливые условия. Тем временем правительство Китая, обеспокоенное ухудшением ситуации на плато, приняло решение о строительстве новых водохранилищ и каналов для орошения. Однако этот проект вызвал протесты среди местного населения. Многие тибетцы опасались, что эта инициатива приведет к разрушению их традиционного образа жизни. Споры между местными жителями и властями обострились, когда начались работы по строительству. Однажды в селе прошла демонстрация, на которой жители выразили свое недовольство и требование сохранить родные земли. В разгар конфликта к селу прибыла группа экологических активистов. Они поддержали протестующих, утверждая, что любые изменения в экосистеме плато могут нанести непоправимый ущерб уникальной природе региона. Активисты начали проводить исследования, чтобы документировать влияние строительства на местные экосистемы. Их отчеты выявили, что проект может угрожать не только сельскому хозяйству, но и редким видам животных, обитающим в окрестностях. Напряженность нарастала, когда местные власти решили применить силу для разгона демонстрантов. В один из дней, когда тысячи тибетцев вышли на улицы, произошли столкновения с полицией. Активисты и местные жители оказались в окружении, и многие были задержаны. Это событие привлекло внимание международных правозащитных организаций, которые начали освещать ситуацию на плато Тибет. Под давлением общественности власти были вынуждены остановить строительство. Однако конфликт между местными жителями и правительством продолжал углубляться. Жители начали организовывать встречи, чтобы обсудить, как защитить свои права и сохранить традиционный образ жизни. В этих собраниях поднимались важные вопросы о будущем плато, как сохранить уникальные экосистемы и адаптироваться к климатическим изменениям. Эти события стали поворотным моментом для тибетского сообщества. Люди начали осознавать, что только объединив усилия, они могут сохранить свое наследие. С течением времени протесты трансформировались в движение за экологическую справедливость, привлекая к себе внимание как местных, так и международных организаций. Каждый новый день на плато становился испытанием, но также открывал новые возможности для единства и борьбы за будущее. На плато Пуна, высота которого превышает 12 тысяч футов, жизнь местных жителей становится все более напряженной. Обширные пастбища, ранее изобилующие зеленью, начали иссыхать, а высокогорные озера, в частности Титикака, сталкиваются с серьезными проблемами уровня воды. Местные фермеры, зависимые от этих ресурсов, вынуждены искать новые стратегии выживания. Сельское население сталкивается с растущими трудностями. Традиционное скотоводство и сельское хозяйство больше не способны удовлетворять их потребности. В результате жители объединяются на собраниях с целью поиска решений.
На одном из таких собраний, проведенном в небольшом поселении, обсуждается создание системы орошения для улучшения условий выращивания картофеля и других культур, подходящих для сложных климатических условий. Однако правительство Перу, заметив растущий интерес к ресурсам плато, начинает разработку месторождений полезных ископаемых. Объявление о начале геологических исследований вызывает волну недовольства среди местных жителей, которые осознают, что добыча ресурсов может уничтожить уникальную экосистему и нанести непоправимый ущерб их культуре. Протесты вспыхивают по всему плато, и жители требуют остановить работы, защищая свои земли. В это время на плато прибывает группа геологов для проведения исследований. Они устанавливают палатки рядом с высокогорным озером, не подозревая о последствиях. Местные фермеры, узнав о планах, собираются на собрание, чтобы обсуждать свои действия. Группа активистов, занимающихся защитой прав коренных жителей, решает вмешаться. Они направляются к геологам, чтобы объяснить возможные последствия их работы. Ситуация накаляется, когда активисты встречаются с геологами. Они требуют прекратить исследования и провести консультации с местными жителями. Геологи уверяют, что их работа безопасна и необходима для развития региона. Этот диалог приводит к конфликту, когда фермеры и активисты начинают спорить с учеными, настаивая на уважении их прав. На фоне этих событий местные жители организуют акции протеста, собирая людей со всей округи. К ним присоединяются представители других сообществ, обеспокоенные судьбой плато. Протесты становятся массовыми, и даже туристы, приезжающие посмотреть на уникальные красоты Пуна, присоединяются к движению. Безысходность и гнев переполняют людей. Они требуют от властей и компаний прекратить разрушительные действия на своей земле. Информация о протестах начинает распространяться за пределами Перу. Международные правозащитные организации начинают освещать ситуацию, привлекая внимание мирового сообщества к плато Пуна. Это приводит к приезду журналистов и активистов со всего мира, что придает протестам новый импульс. Местные жители начинают чувствовать, что их борьба находит отклик, и это вдохновляет их продолжать борьбу за свои права и защиту своей земли. Тем не менее, давление со стороны правительства усиливается. В ответ на протесты власти отправляют дополнительные силы безопасности для разгона демонстраций. Столкновения между протестующими и полицией становятся все более частыми. Каждый новый день приносит новые вызовы и испытания для жителей Пуна, заставляя их находить новые способы защиты своего дома и традиционного образа жизни. На плато Колумбия, высоком и живописном, жители сталкиваются с новыми вызовами, когда местные власти объявляют о планах по строительству нового водохранилища, которое должно обеспечить водоснабжение для окружающих городов. Однако это решение вызывает настоящую бурю недовольства среди местного населения, которое понимает, что такое строительство может привести к затоплению их земель и разрушению привычного образа жизни. В одном из городов на плато, где местные фермеры полагаются на пресную воду реки Колумбия для орошения своих полей, начинается активная кампания против строительства. На собраниях обсуждаются возможные последствия, если водохранилище будет построено. Жители делятся своими опасениями по поводу утраты не только своих земель, но и культурного наследия, связанного с рекой. Многие из них выражают желание сохранить традиционные методы ведения хозяйства, которые формировались на протяжении поколений. Ситуация накаляется, когда на плато прибывает строительная бригада с тяжелой техникой, готовая приступить к работам. Местные жители, узнав о намерениях властей, организуют массовую акцию протеста. Параллельно с протестами группа экологов начинает собирать данные о возможном влиянии строительства на местные экосистемы. Они устанавливают камеры и датчики, чтобы зафиксировать движение дикой природы и изменения в экологии региона, что может стать доказательством для местных жителей в их борьбе. Конфликт достигает новой вершины, когда протестующие решают заблокировать дорогу, ведущую к месту строительства. В ответ на это власти отправляют дополнительные силы полиции для разгона демонстрации. Начинаются столкновения, и многие протестующие оказываются задержанными. Сцены насилия и арестов привлекают внимание местных и международных СМИ, что усиливает давление на власти. Журналисты снимают все происходящее, и информация о протестах быстро распространяется по социальным сетям, вызывая волну солидарности. Между тем, одна из местных активисток, Мария, решает обратиться к своим знакомым в крупных экологических организациях.
Она осознает, что без поддержки извне их борьба может быть обречена. На следующий день она связывается с несколькими правозащитными группами, которые начинают кампанию по сбору средств для поддержки протестующих и распространения информации о ситуации на плато. С каждым днем протесты становятся все более массовыми. Ко всему этому подключаются представители соседних общин, обеспокоенные возможным влиянием строительства на их жизни. Активисты организуют митинги, на которых выступают местные лидеры, рассказывая о важности сохранения природы и культуры. На одной из встреч выступает даже старейшина, который делится историями о предках и значении реки Колумбия для их народа. Вскоре происходит неожиданный поворот. Местные власти объявляют о приостановке работ на некоторое время, мотивируя это необходимостью провести дополнительные консультации с населением. Это решение вызывает неоднозначную реакцию. Некоторые жители видят в этом слабость властей и возможность для дальнейших переговоров, в то время как другие предостерегают от расслабления и призывают продолжать борьбу. Тем временем внимание к протестам растет. Со всего мира начинают приходить сообщения о поддержке, а известные активисты предлагают свою помощь. Однако не все согласны с методом протестов и призывают к мирным переговорам, что вызывает внутренние разногласия среди местных жителей. Каждый новый день на плато Колумбия становится испытанием, ставя под сомнение традиции, культуры и будущее их земли. На плато Нуба, где холмы и равнины сливаются в единую картину, местные жители сталкиваются с угрозой, которая может разрушить их привычный образ жизни. Властям Судана становится известно о месторождениях полезных ископаемых, расположенных в этом регионе. Начинаются разговоры о возможности их разработки, что вызывает тревогу среди коренных жителей, которые опасаются утраты своих земель и культуры. В одном из селений, расположенных на плато, жители собираются на экстренное собрание, чтобы обсудить свои действия. Старейшины делятся своими опасениями, что добыча ресурсов приведет к разрушению уникальных экосистем, а также к ухудшению качества жизни. Многие местные жители работают в сельском хозяйстве и скотоводстве, и они понимают, что вырубка лесов и загрязнение воды могут поставить под угрозу их существование. Тем временем отряды геологов начинают исследования, устанавливая палатки и оборудование вблизи месторождений. Это вызывает протесты среди жителей, которые организуют демонстрации и блокируют дороги. Группа активистов, защищающих права коренных народов, присоединяется к протестующим, подчеркивая важность сохранения культурного наследия и экосистемы плато Нуба. Они начинают вести кампанию, направленную на привлечение внимания к их борьбе, используя социальные сети и местные СМИ. Конфликт достигает новой стадии, когда власти посылают полицию для разгона протестующих. Начинаются столкновения, и многие жители оказываются задержанными. Самая активная из протестующих, Аиша, становится лицом этой борьбы. Она направляет свое слово к молодежи, призывая их сохранять спокойствие и продолжать борьбу за свои права. Ее речь вдохновляет многих, и молодые люди начинают организовывать временные лагеря, где они могут обсуждать свои идеи и планы. С каждым днем протесты становятся все более массовыми. Местные жители объединяются, создавая коалиции с соседними селениями, чтобы укрепить свою позицию. Они понимают, что для достижения успеха им нужно объединить усилия, и начинают проводить совместные акции. На одной из таких акций к ним присоединяются представители неправительственных организаций, которые предлагают юридическую и финансовую поддержку. Однако ситуация накаляется, когда власти, чувствуя угрозу, решают применить силу. В ответ на это активисты активизируют свои действия, организуя мирные марши и забастовки. Они создают информационные листовки, призывающие к защите плато Нуба и его экосистем, и распространяют их среди местных жителей, а также в социальных сетях. Вскоре к протестующим присоединяются и студенты из столицы, которые приезжают, чтобы поддержать их борьбу. Это привлекает внимание национальных и международных СМИ, и информация о протестах начинает распространяться по всему миру. Местные жители чувствуют, что их голос начинает звучать, и это придает им сил продолжать борьбу. Тем не менее, правительство не остается в стороне. В ответ на растущее давление общественности, они начинают предлагать местным жителям компенсации за отвод земель под разработки. Это предложение разделяет протестующих. Часть считает, что необходимо принять предложение ради выживания, другие же настаивают на необходимости сохранить свою землю и культуру.
Каждый новый день становится испытанием на прочность для жителей плато Нуба, ставя под сомнение их будущее и единство. На плато Уэсли, где высота достигает около 6000 футов, местные экосистемы начали испытывать серьезные изменения. Сообщения о планах правительства по разработке новых участков земли для добычи полезных ископаемых вызвали сильное напряжение среди коренных жителей и экологов. В последние недели протесты стали более организованными и массовыми, и местные жители собираются на встречах, чтобы обсудить свои действия. Они осознают, что ставки высоки и что необходимо принимать решительные меры, чтобы защитить свои земли и уникальную природу плато. В один из дней к жителям присоединяются ученые, которые изучают редкие виды флоры и фауны, обитающие на плато. Они сообщают о своих открытиях, подтверждающих уникальность экосистемы Уэсли. Один из ученых упоминает, что на плато обитают редкие сумчатые млекопитающие, оказавшиеся на грани исчезновения. Эта информация поднимает моральный дух местных активистов, и они решают использовать эти данные в своих протестах. Наступает день, когда к плато приезжают представители правительства для обсуждения планов по разработке. Местные жители организуют масштабную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к их борьбе. Сотни людей собираются у входа на плато, держа в руках плакаты с изображениями редких животных и лозунгами о защите природы. Каждое слово, произнесенное на митинге, пронизано решимостью и страстью. Когда представители власти выходят на сцену, их встречает свист и крики протеста. Люди требуют, чтобы их услышали и уважали их права. В ответ на это правительственная делегация начинает речь о необходимости развития региона и о том, как новые разработки принесут благо местному населению. Однако местные жители не хотят слышать эти обещания, зная, что они часто обманчивы. Кульминацией становится момент, когда один из активистов, Алекс, решает подняться на сцену. Он обращается к толпе и говорит о своем детстве, проведенном на плато, о том, как он играл среди редких животных и наслаждался красотой природы. С его словами острая эмоция проникает в сердца людей. Алекс поднимает вопрос о том, чего на самом деле стоят деньги, если они угрожают уничтожить то, что принадлежит их народу. В этот момент происходит неожиданный поворот. Один из ученых, который присутствует на акции, поднимает руку и говорит о своих исследованиях. Он делает откровение, что под землей плато расположены не только залежи полезных ископаемых, но и уникальные археологические находки, относящиеся к древним цивилизациям. Эти находки, если будут уничтожены, навсегда исчезнут из истории. Это заявление вызывает волну обсуждений и новых эмоций в толпе. Ситуация накаляется, когда местные власти понимают, что их планы могут вызвать еще большее сопротивление. Они начинают спешно собирать свои вещи, чтобы покинуть место акции. В это время протестующие, воспрянув духом от откровений, решают не сдаваться. Они собираются в едином порыве, готовые защищать свое наследие и природу любой ценой. В этот момент, когда напряжение достигает своего пика, активисты решают, что пора действовать. Они договариваются о создании временного лагеря на плато, чтобы обратиться к местным и международным СМИ с просьбой о защите их земли. Это решение станет поворотным моментом в их борьбе, и они осознают, что теперь у них есть возможность объединить усилия и подготовиться к наступательным действиям против угрозы, нависшей над их домом. Каждый новый день становится критическим шагом к сохранению плато Уэсли и его уникальной природы. На плато Лаго-Энкантадо, окруженном величественными горами и высокогорными озерами, местные жители наблюдают, как одна из их главных природных сокровищниц оказывается под угрозой. Последние недели были полны напряжения, ведь правительство Перу объявило о планах по строительству гидроэлектрической станции, которая может уничтожить уникальную экосистему этого региона. Местные общины, зависящие от водоемов и окружающей природы, собираются на экстренные встречи, чтобы обсудить, как остановить этот проект. Когда к селению приезжают представители властей для проведения общественных слушаний, жители собираются у входа в зал, чтобы выразить свою позицию. В руках у них плакаты с изображением озер и редких птиц, которые обитают на плато. Местные жители приводят аргументы о том, как строительство повлияет на экосистему, которая на протяжении многих веков поддерживала их жизнь. В разгар обсуждений, когда напряжение достигает предела, неожиданно на сцену выходит старейшина общины.
Он начинает рассказывать историю о том, как его предки веками жили в гармонии с природой, бережно охраняя ее ресурсы. Старейшина упоминает древние легенды о духовных существах, которые охраняют озера и горы, и предостерегает о последствиях, если нарушить этот баланс. Его слова проникают в сердца людей, вызывая волну одобрения и поддержку. Однако переговоры вскоре начинают накаляться. Представители правительства, не желая слышать мнения местных жителей, начинают уверять их, что проект принесет только благо и развитие. В ответ на это активисты из местных общин поднимают свои голоса, требуя уважения к их культуре и образу жизни. Они подчеркивают, что гидроэлектрическая станция может стать катастрофой не только для природы, но и для их будущих поколений. Конфликт выходит на новый уровень, когда один из активистов под именем Хосе решает представить неопровержимые доказательства. Он показывает фотографии и видео, снятые в окрестностях плато, на которых запечатлены редкие виды животных и растений, находящиеся под угрозой исчезновения. Он также приводит отчеты экологов, которые подтверждают, что существует реальная угроза для экосистемы в результате строительства. Это заявление вызывает бурную реакцию в зале. Многие зрители начинают обсуждать услышанное. В этот момент происходит неожиданный поворот. На сцену выходит группа ученых, которая недавно проводила исследования на плато Лаго Энкантадо. Они заявляют, что под поверхностью Земли находятся не только залежи полезных ископаемых, но и археологические находки, относящиеся к древним цивилизациям. Эта информация вызывает шок у присутствующих и поднимает волну обсуждения об исторической ценности региона. Ученые подчеркивают, что уничтожение этих мест приведет к потере уникального наследия. Ситуация накаляется до предела, когда активисты решают не отступать. Они выходят на улицы, организуя массовую акцию протеста, чтобы привлечь внимание к своим требованиям. Протесты становятся все более массовыми и привлекают внимание не только местных жителей, но и международных СМИ. Вскоре информация о происходящем на плато Лаго Энкантадо начинает распространяться, и поддержка приходит со всех концов мира. В это время правительство начинает осознавать, что их планы могут столкнуться с серьезными последствиями. Сообщения о протестах и поддержке общественности заставляют власти задуматься о пересмотре своих решений. Каждый следующий день становится шагом к разрешению конфликта, но также и тестом для единства местных общин, готовых бороться за свои права и защиту своего наследия. Напряжение нарастает, и все понимают, что исход этой борьбы определит будущее плато Лаго Энкантадо. На плато Лаго Энкантадо, где протесты достигли своего пика, местные жители продолжали собираться, чтобы определить свои дальнейшие шаги. Власти осознали, что игнорирование мнений коренных общин может обернуться против них. Под давлением общественности и международных организаций они решили провести дополнительные исследования, чтобы оценить влияние предполагаемого строительства гидроэлектрической станции на экосистему и климат региона. Тем временем местные активисты, вдохновленные поддержкой ученых и правозащитников, организовали информативные акции. Они проводили семинары, разъясняя важность плато для местного климата и последствия изменений в экосистеме, которые затронут не только их общины, но и соседние регионы. Обсуждения подчеркнули, что плато выполняет ключевую роль в регулировании водных ресурсов и микроклимата. На фоне нарастающего давления правительство, наконец, приняло решение приостановить проект строительства гидроэлектрической станции. Эта новость вызвала радость среди местных жителей, которые увидели в этом победу своей борьбы. Они понимали, что это временная мера, и необходимость защищать свои права и окружающую среду остается актуальной. Собравшиеся жители провели праздник в честь своей победы, однако осознавали, что нужно оставаться бдительными. Активисты и ученые начали разрабатывать программу охраны природы на плато, направленную на сохранение редких видов животных и растений. Местные жители внедрили устойчивые методы ведения хозяйства, чтобы снизить зависимость от ресурсов, находящихся под угрозой. Постепенно плато Лаго Энкантадо стало символом борьбы за права коренных народов и защиты окружающей среды. Это место привлекло внимание экологов и ученых со всего мира, которые начали проводить исследования, изучающие влияние плато на климат и экосистемы. Ученые пришли к выводу, что плато играет ключевую роль в поддержании водных ресурсов и биоразнообразия региона. Пока плато Лаго Энкантадо вдохновляет ученых и активистов,
Мы тоже стараемся вдохновлять вас своими видео. Если вам нравится наше творчество и вы хотите поддержать проект, не забудьте заглянуть по ссылке в описании или отсканировать QR-код на экране. Помните, даже маленькая помощь может поднять нас на еще более высокие высоты, как плато. Местные жители, осознавшие свою силу и влияние, начали участвовать в процессах принятия решений, касающихся их земли. Они организовали регулярные встречи с представителями власти, на которых обсуждали вопросы экологии и устойчивого развития. Проблемы климата и охраны окружающей среды выходили на первый план, и все больше людей осознавали, что их действия могут оказать непосредственное влияние на будущее плато и их общин. Плато Лаго-Энкантадо стало местом, где традиции и современные подходы к охране природы объединялись. Местные жители поняли, что их борьба — это не только защита своих земель, но и вклад в заботу о планете в целом. Они стали хранителями своего наследия и защитниками окружающей среды, осознавая, что их действия служат примером для других сообществ по всему миру. Каждый новый день на плато напоминал им о важности единства, борьбы и бережного отношения к природе, оставляя след в сердцах и умах будущих поколений.